Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 16 декабря, сегодня у нас с вами суббота. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно такой вот волшебный магический день, поэтому обязательно сегодня отломите кусочек хлеба, скажите определенные магические слова, и таким образом вы сможете сонастроиться с энергиями Вселенной, а также привлечь деньги и достаток в свою жизнь. Давайте с вами разбираться, а что же сегодняшний день нам несет такого вот интересного и важного. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 4 и 5 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, растущая луна в знаке зодиака Водолей. Ну а что же день этот нам несет? Сегодня, вы знаете, хоть и суббота, выходной день у многих людей, но все равно вы сегодня должны сами для себя понять, что же вы хотите изменить в своей жизни. Поставьте себе интересные цели. То есть не обязательно как что-то такое вот глобальное, но вы должны подумать о том, как бы вы хотели изменить свою жизнь. Возможно, вы можете сегодня даже планировать какие-то перемены в жизни. Это может быть связано и с вашей работой, это может быть связано и с личной жизнью, это может быть связано и с какими-то новыми интересными проектами. Даже если вам сегодня вот ничего не хочется, бывает, да, такие дни, даже и вроде день хороший, а вы как бы вот ничего не интересно, все-таки тогда возьмите и подумайте о том, а как бы вы бы хотели жить в новом мире, в новой жизни, чего бы вам хотелось, что бы вы хотели бы изменить. И девочки и мальчики, прямо сейчас в комментариях напишите слово «финансы», и тогда Вселенная поможет вам достичь огромного богатства. Итак, друзья, слово «финансы» сегодня в энергетике Земли и космоса имеет очень важное значение. Поэтому прямо сейчас напишите слово «финансы». Даже можете написать так: «финансы», точка, а далее напишите «я привлекаю» и напишите те мыслимые и немыслимые блага, которые вас интересуют на данном этапе жизни. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день более будет благоприятен для тех людей, которые способны все взвесить, все обдумывать заранее. Если вы легкомысленный человек, то все-таки, возможно, вам нужно разобраться в себе и понять, а почему же в вашей жизни так происходит. Возможно, вам нужно перестроиться, попытаться увидеть что-то новое. В любом случае, вы должны понимать и то, что этот день для многих людей сегодня будет таким вот легким, воздушным. Также сегодня, еще раз хотим сделать акцент, сегодняшний день очень подходит для кардинальных изменений во многих сферах вашей жизни. Но обращаем ваше внимание, очень важно и улучшать, и укреплять те сферы, которые у вас уже есть. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день – это день проверки на верность принципам и своим взглядам. В этот день у многих людей удается все, но ваша задача – проявить активность, проявить уверенность. Даже если у вас присутствуют какие-то сомнения, то лучше отложить решение важных, таких вот глобальных вопросов все-таки на другой день. Потому что нерешительность, к сожалению, сегодня, в этот день, 16 декабря, может создать для вас лишние проблемы. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня к вам будут приходить люди, которые будут пытаться получить от вас какую-то информацию или попытаться, чтобы вы им дали какие-то советы, рекомендации. Помните о том, что та информация, которой вы сегодня делитесь, вы тем самым понижаете свои вибрации. Поэтому мы не рекомендуем сегодня делиться своими мыслями, какими-то своими идеями, возможно, своими знаниями, навыками, даже если это касается приготовления какого-то торта, рулета или холодца. Это очень важно понимать. Попросите, что вы вернетесь к этому вопросу в другой день. Но сегодня ни в коем случае никакой вот информации не стоит делиться. Хотите обсуждать какие-то вопросы? Есть тема погоды, есть тема моды.
Есть тема каких-то новостей, это да. А вот та информация, которая идет с вашей головы, ни в коем случае не делитесь, не понижайте свои вибрации. Также обращаем ваше внимание, что касательно бизнеса, денег, то сегодня постарайтесь лучше всего заканчивать ранее те дела, которые вы начали. Если это касается уборки дома или квартиры, все-таки постарайтесь сегодня это все сделать. Если вы давно вязали носки, и сегодня постарайтесь это закончить и так далее. Это касается любой вашей сферы. Если вы сегодня, например, на работе работаете, и у вас есть какие-то открытые вопросы, постарайтесь их в этот день, 16 декабря, закрыть. Не стоит, пожалуйста, переносить их дальше, потому что ни к чему, к сожалению, хорошему это не приведет. И вообще, когда люди оставляют все на потом, вы должны понимать, что энергетически это все к вам возвращается в виде каких-то проблем, в виде каких-то нюансов, в виде каких-то нудных людей, которые вам ставят палки в колеса. Поэтому все-таки будьте сегодня осторожны и внимательны. Также обращаем ваше внимание, что сегодня нужно быть осторожным и в обращении со своим имуществом, потому что то, что сегодня может потеряться, потом не найдется никогда. Также этот день неблагоприятен для ведения и финансовых дел, поэтому все вопросы, связанные с деньгами, лучше сегодня все-таки решать в другое время. При этом это касается, возможно, вы хотите кому-то дать деньги в долг, возможно, какая-то есть ситуация, которая, как вы считаете, в данный момент требует неотлагательного решения вопроса, но лучше притормозите, лучше подождите. Это очень должно быть для вас понятно. Но если вы сегодня хотите отдавать долги или кредит, например, оплачивать, то, вы знаете, вот 16 декабря этот вот очень будет благоприятный день. Поэтому, вы знаете, здесь вот такое вот двоякое понимание ситуации. Поэтому, если отдаете долги, делайте этого. Если вы хотите кому-то дать деньги в долг, то лучше повремените. Также обращаем ваше внимание, сегодня нужно общаться со своими близкими, родными людьми, возможно, вспоминать какие-то интересные истории, потому что это вас объединяет, и в этот день очень хорошо встречаться с родителями, то есть с людьми в вашем роде уже более старше, чем вы. При этом можно обсуждать любые темы, например, за той чашкой чая с вкусными конфетами или, например, рулетами. Но очень важно, чтобы вы сегодня общались, не сидели в телефоне, как сейчас это принято почему-то делать, но именно общались, что-то обсуждали. Также обращаем ваше внимание, если мы говорим о здоровье, то знайте, что болезни, которые дают о себе знать в этот день, ни в коем случае нельзя игнорировать. Почему? Потому что последствия могут быть весьма печальные. Также обратите внимание и на баланс в употребляемой в этот день пищи. С одной стороны, нельзя голодать, но и с другой стороны, ни в коем случае нельзя переедать. Сегодня нужно знать меру. И наиболее предпочтительная сегодня еда, которая будет связана именно с молоком, с творогом и с медом. Обращаем на это ваше особое внимание. Что же касательно стрижки волос, то сегодня очень благоприятный день для стрижки и ухода за волосами. Стрижка будет способствовать увеличению благосостояния, и прически, сделанные в этот день, буквально притягивают деньги на протяжении всего последующего лунного месяца. Поэтому сегодня обязательно посетите своего мастера. Даже если вы буквально пару дней назад были, именно сегодня попросите, чтобы хотя бы вам обновили челку или просто буквально чуточку подрезали волосы, и вы уже тем самым обновляете волосы. Обращаем на это ваше особое внимание. Также на что еще хотим обратить ваше особое внимание, так это на то, что сегодня нельзя совершать какие-то недобрые поступки. Вообще сегодня не стоит сплетничать, рассказывать какие-то не очень негативные истории. Этого делать нельзя. Если вам тяжело, то не взваливайте тяжесть на близких, родных людей и на окружающих, а примите, например, происходящее как данность. Также старайтесь сегодня быть с открытым сердцем. Даже если вам что-то не нравится в этот день, по разным причинам. Вам не нравится, как человек с вами общается, вам не нравится, как сложилась тайная ситуация, просто будьте доброжелательны. Это очень важно именно в этот день.
Что же касательно общения с начальством, если вы сегодня работаете, если вы сегодня что-то обсуждаете со своим руководством, то избегайте вообще всеми силами избегайте любого общения с начальством и со своим руководством. Даже сегодня не стоит менять место работы, потому что, даже если вам что-то и обещают хорошее, доброе, как говорится, золотые горы, то знаете, в ближайшее время вы увидите, услышите всю правду, и она вам не понравится. Что же касательно недвижимости, то сегодня также все, что связано с недвижимостью, любые операции, это покупка, продажа, обмен, сегодня не стоит на это уделять этому внимание. Что же касательно зачатия, неблагоприятные, друзья, сегодня день для зачатия. Также сегодня рекомендуются умеренные физические нагрузки, а любые домашние дела лучше все-таки перенести на другой день. Сны, если вам снится дорога, движение, знаете, тогда у вас все хорошо. Если снится что-то вам плохое, то, знаете, это вам предупреждение от высших сил, что вам нужно в ближайшее время обратить внимание именно на свое здоровье. Обращаем на это ваше особое внимание. Теперь давайте посмотрим, друзья, что же нам в этот день дает какие подсказки Архангел Михаил. И Архангел Михаил, знаете, выпала карта, она достаточно уникальная, которая звучит следующим образом, что молитва поможет в этой ситуации. Если вы сегодня оказались в какой-то сложной ситуации, в каком-то форс-мажоре, вы не знаете, как вам поступить, что вам нужно делать и так далее, то следующая молитва обязательно, она улучшит ту или иную ситуацию. И знаете, что если вы тревожитесь, если вы переживаете, если вы плачете, то, знаете, это вам только в минус, потому что это все будет негативно влиять на исход той или иной ситуации. Поэтому старайтесь сегодня читать эту молитву как можно чаще. И, конечно же, не закрывайтесь от этого мира, потому что в этом мире через высшие силы, через ангела-хранителя могут приходить подсказки, люди, которые обязательно вам помогут в реализации тех или иных ваших желаний или просьб. До смешного бывает так, что мы с вами проговорили, люди пишут в комментарии, вы сказали, а я не обратила на это внимания, а мне позвонили и предложили новую работу, а я испугалась и отказала, что мне теперь делать? Пожалуйста, не стоит, знаете, быть так категоричной и думать о том, что весь мир против вас. Вы должны понимать то, что мы в этом мире делаем какие-то определенные задачи, решаем какие-то определенные ситуации. Таким образом, знаете, мы наполняемся энергией, навыками, опытом. А как по-другому? По-другому, к сожалению, никак. И через те ситуации, которые мы с вами проходим, мы действительно становимся более сильнее, мудрее, терпеливее и так далее. Кроме того, очень важно, чтобы вы сегодня были открыты для тех или иных решений. При этом они могут отличаться от ваших ожиданий. Обращаем на это ваше внимание. А любые тревоги, страхи, которые у вас сегодня могут быть, старайтесь от них отказываться, старайтесь их убирать с энергетического плана, потому что они ничему хорошему не приведут. Знаете, они делают разбалансировку, и вместо того, чтобы вы смогли чего-то добиваться, вы ничего не можете сделать. А молитва, которую мы рекомендуем, друзья, прочитать в этот день, звучит следующим образом. Дорогой Господь и Архангел Михаил, прошу вас вмешаться и опишите ситуацию. И далее скажите, я жду вашей помощи, я верю и следую вашим указаниям с благодарностью и с молитвами. Я нуждаюсь в чуде и прошу послать мне его для решения этой ситуации. Спасибо, аминь. Напоминаем вам, друзья, что эти слова будут в описании к этому видео. И также, как мы сказали, рекомендуем вам в этот день прочитать и провести одну уникальную простую практику. Вам нужно взять буквально кусочек хлеба, того хлеба, который вы обычно используете в своей жизни. Кто-то белый использует, кто-то черный. И далее на него наговорите следующие слова. Господи, как дал пищу ты всем голодающим и тем, кто в этом нуждается, также и мне подсоби, пошли удачу. Пусть долгая дорога изобилия и счастья постучится в мой дом. Я клянусь тратить деньги обдуманно, а также не бросать в беде людей, которые в этом нуждаются, и всячески им помогать. Аминь.
И после этого этот кусочек хлеба скушайте. И также, если кто-то из ваших членов хочет провести эту практику, то он также должен сам это сделать. Напоминаем, слова также будут в описании к этому видео. Ну а прямо сейчас, друзья, кто не написал слово «финансы», пишем в комментариях слово «финансы», и Вселенная обязательно поможет вам достичь огромного богатства. Не забываем ставить лайк. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.